Всем привет! Продолжим записывать видео про нововведение Swift 5.0. И сегодня я хотел поговорить о таком новом типе, который был доступен с версии Swift 5.0. Это тип Result. Конечно, его можно было бы использовать и раньше, но тогда нужно было бы подключать зависимости, да, и через зависимости можно было бы использовать этот тип. Но со Swift 5.0 тип Result уже доступен из коробки. То есть никакие зависимости нам подключать не нужно. Но давайте поговорим, что это за тип. Тип Result, он построен на перечислениях. То есть он возвращает два кейса. Кейс Success и Failure. То есть либо успешный кейс в случае успеха, да, он получает какой-то результат, либо Failure, ошибка, да, или неуспех, да, неудача. Это нам напоминает немножечко опционал, да, если вы знаете про опционалы. То есть в случае с опционалами мы тоже получаем два кейса, то есть два случая исхода события, да, либо значение, либо nil, то есть отсутствие значения. Тип result точно такой же, как и optional, опциональный тип, да, но вместо nil он возвращает ошибку. Вот. И здесь есть еще одно сходство с опционалами. Тип result, он построен на, является универсальным типом, потому что он построен на дженериках. Давайте посмотрим, как он вообще выглядит и как это можно его использовать. Давайте я сначала набросаю код и потом немножечко постараюсь его объяснить. Так, для того, чтобы использовать, то есть вывести ошибку, мы можем, в принципе, создать свой класс, не класс, а перечисление, да, свой тип ошибок, который основан на протоколе error, да. Это стандартный протокол error в Swift. И что можем сделать дальше? В принципе, давайте мы попробуем имитировать какой-нибудь запрос, который имитирует, допустим, запрос на сервер, и посмотрим, как тип result может нам помочь в таких вот сложных вызовах, да, такие как, например, асинхронные вызовы, когда мы что-то запрашиваем сервера. Да. Давайте мы этот код я сюда вставлю. И смотрите, что у нас происходит. Да. Вот, допустим, мы написали такую функцию, которая делает запрос на сервер и считает, сколько у нас там непрочитанных сообщений. Для того, чтобы этот запрос у нас прошел успешно, понятное дело, нам нужно использовать URL, то есть здесь мы используем URL, здесь мы используем два лейбла, то есть для внешнего вызова функции используется имя этого параметра, а это для внутреннего вызова вот этого вот аргумента, да, который мы здесь будем передавать. Вот. И самое интересное вот находится вот здесь вот, да, смотрите, это у нас второй параметр, да, который мы будем здесь получать. Почему? Потому что вот здесь он заканчивается, потому что скобочки у нас начинаются вот здесь, и параметры для скобочек заканчиваются вот здесь. Что это значит? Что вот здесь вот мы в качестве параметра второго, да, передаем, как вы видите, замыкание. Но не простое замыкание, а замыкание, которое может, так сказать, выйти за пределы вот этой функции, которому мы будем, так сказать, в котором будем работать. И если замыкание будет выходить за пределы этой функции, то есть жизненный цикл этого замыкания будет выходить за пределы этой функции, то тогда нужно использовать escaping. Если же нет, то тогда escaping можно убрать. Да? Но в данном случае мы, понятное дело, где-то же будем сохранять количество, да, непрочитанных сообщений. Да? Поэтому, понятное дело, здесь нужно будет использовать escaping. Но это немножко я отклонился от темы, да, мы же говорим про result, да, про result. Смотрим сюда, вот смотрите, вот он наш тип result, мы здесь, получается, в замыкании передаем первый параметр типа result. И вот смотрите, вот он этот наш тип, и смотрите на угловые скобочки вот здесь вот. Это как раз вот и есть вот дженерики, да, универсальные шаблоны. И здесь мы передаем два значения. Значение типа int и значение типа network error. Конечно, можно указать и здесь и просто протокол error, но мы создали конкретный тип. Это будет, у нас будут некоторые преимущества, да, безопасности типов, да, мы будем конкретно знать, что это за тип, да, потому что мы его сами создали. Поэтому мы можем использовать это таким вот образом и передать ошибку, которая находится в этом перечислении, да. В данном случае это у нас будет одна ошибка, к примеру, допустим, bad URL, да, то есть этого URL не существует. И, понятное дело, вот это замыкание, оно нам ничего не возвращает, да, то есть пустоту, void.
А что мы делаем дальше? Дальше смотрим вот сюда, вот мы пытаемся узнать, существует ли этот адрес, да? Если адрес существует, то мы с помощью нашего замыкания, completion handler, да, обработчик событий, да, то есть он вызывается после того, как наш запрос будет запущен, да, и запрос на сервер пройдет успешно, вот этот completion handler будет здесь вызываться. Но в том случае, если URL-адрес есть, да, то мы сохраняем этот URL-адрес вот здесь вот, да, то есть мы таким вот образом здесь извлекаем опционал, да. Но если этого URL-адреса не существует, или, допустим, какая-то там ошибка, да, или какая-то проблема на сервере, ну или что-то еще, да, то в противном случае, вот в этом блоке кода, в Guard, мы вызываем наш completion handler и вызываем, так сказать, ошибку, да, выбрасываем ошибку, да, что конкретную ошибку, что с этим URL-адресом что-то не так, да, это плохой URL-адрес. И выходим из нашей функции. Почему? Потому что дальше как бы ну, смысла в нашем коде не будет, если у нашего URL-адреса не существует, да, или что-то с ним не так. Но если все окей, здесь мы используем guard, то мы продолжаем работать. Конечно, можно было бы здесь использовать iflet и тогда продолжить работу внутри iflet, да, но все же лучше использовать guard, потому что это намного лучше, код чище становится, и тогда вот этот URL-адрес будет доступен во всей поле видимости нашей функции. Здесь, конечно, приводится какой-то сетевой код слоя, который мы пропустили, да, он может быть каким-то сложным, да, запросом каким-то, да, наш сетевой слой какой-то, да, но это не суть, то есть не тема нашего урока, да, видео, поэтому поговорим дальше. Если у нас есть, так сказать, вот это вот число непрочитанных сообщений, то что мы делаем? Мы говорим, что вот мы сделали запрос и говорим, на какой сайт мы сделали запрос, да, к примеру, да, вот здесь вот мы указываем, да, и возвращаем какое-то значение, да, ну здесь чисто так утрировано, да, мы возвращаем, к примеру, да, 5 непрочитанных сообщений. Потом что происходит дальше? Давайте посмотрим, как это работает. Давайте вызовем эту функцию, то есть мы ее здесь только создали, на самом деле, да, мы пока еще ее не вызывали. Чтобы функция сработала, нам нужно ее вызвать. Мы попытаемся обратиться к нашему сайту, вот этому сайту, очень полезный сайт, советую вам с ним ознакомиться, да, потому что это информация, которую я использую из этого сайта, от Пола Хадсона. И смотрите, что у нас здесь происходит. Вот мы передали здесь первый параметр, вот он этот from, да, видите, да, вот первый параметр мы передали, да, вот мы передали здесь URL, то есть сайт какой-то, да, вот. И второй параметр мы здесь используем вот здесь, вот таким вот образом, вот это вот уже есть второй параметр, вот здесь вот он заканчивается, да, вот здесь вот он начинается, вот здесь вот он заканчивается. Вот. Это у нас замыкание, мы здесь используем синтаксис, трейлер синтаксис, да, то есть если у нас замыкание находится последним, да, то мы его раскрываем, и он выглядит вот таким вот образом. Вот. Здесь, так как мы используем result, имя параметра, который мы возвращаем, да, а значение, которое мы используем, находится вот здесь, вот, да, тип этого значения, да, вот result. И мы говорим, да, что так как под капотом у result есть два кейса, да, то очень хорошо использовать оператор switch, чтобы перебрать вот эти вот два кейса, да, как видите, вот он кейс success и кейс failure, да. И так как, я напоминаю вам, да, так как result основан на дженериках, да, то мы знаем, с каким конкретным типом мы работаем, поэтому можем использовать связанное значение. Связанное значение вот здесь вот, да. Мы можем здесь конкретно сказать, какое значение можем вернуть, да. Это у нас будет, смотрите, да, это у нас будет тип int, да. Почему? Потому что мы здесь конкретно указали, да, что с каким типом мы работаем, да. Поэтому в данном случае мы можем использовать связанное значение. Также и здесь, да, потому что у нас здесь будет возвращаться ошибка типа network error. Вот. А в случае, если у нас будет кейс failure. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать про result. Ну, точнее, как бы основные такие моменты, да. Вот. Но еще таких три момента, давайте я расскажу.
ну, в отношении суть, да, суть result, вы, надеюсь, поняли, да, для чего он используется. Он, по сути, облегчает нам, так сказать, работу, а, обработку ошибок. Вот. Но и для того, чтобы вы это понимали, как оно это дело упрощает, давайте мы рассмотрим вот такой вот код, что мы должны еще знать, прежде чем работать с типом result. Еще три таких маленьких момента. Ну, вскользь я о них, конечно, упомянул, да, но мы сейчас давайте еще раз закрепим на них внимание. У типа result есть метод get, да, есть метод get, который является методом, генерирующим ошибку. Что это значит? Что он может либо сработать, вернуть какое-то значение, а может вернуть ошибку. Поэтому здесь нужно использовать try, но в данном случае мы используем опциональный try, потому что мы в данном случае, очевидно, что мы не хотим знать, что за ошибка, поэтому если значения, допустим, не будет, в том плане, что если будет ошибка какая-то, да, то у нас здесь вернется nil, да, то есть у нас вот эта функция вернет значение nil вот здесь, вот, да, то есть у нас не создастся count, и мы получим nil. Но если вот напишем вот таким вот образом, да, то тогда нам нужно будет сделать обработку ошибок, да, использовать блок doCatch, да, вот, и как-то обрабатывать это. Но в данном случае мы используем опциональный try. Вот. Если значение есть, то оно сохранится вот здесь вот в count, это константа создастся, и потом можем сказать, сколько у нас будет непрочитанных сообщений. Давайте мы этот код запустим, да, и вот мы видим, да, что вот у нас 5 непрочитанных сообщений. Вот. Давайте рассмотрим второй момент. Этот код я удалю. Также есть у result замыкание, которое можем вызвать в инициализаторе он шит. Вот смотрите, давайте я вот так вот это удалю пока что вам показать, да. Смотрите. Видите, вот так. Вот параметр catching, да, это и есть замыкание. Видите, вот оно, замыкание, да, которое ничего не принимает, и ничего не возвращает, да, и здесь вот у нас project state. И это также является, смотрите, throws, то есть это замыкание является функциональным типом, который может генерировать ошибку, да, вот ключевое слово throws на это указывает. Поэтому можем использовать синтаксис, trailer синтаксис, нажимаем на Enter, можем так его использовать, да, вот так вот можем использовать result, да, в вот таком синтаксисе. А можно использовать его таким вот образом, как мы использовали раньше. Вот, использовать замыкание вот таким вот образом. И тогда нам нужно будет что сделать? Использовать какой-нибудь, допустим, some файл для того, чтобы попытаться прочитать какой-то вот файл, да, вот, с помощью result, с помощью запроса. Ну, понятное дело, у нас здесь нету этого файла, да, давайте мы создадим some файл. Ну, допустим, у нас здесь будет какой-то URL, ну, давайте я просто обычный string сделаю, укажу. И смотрите, что у нас произойдет. Понятное дело, я result не распечатал. Давайте я распечатаю result. Print result. У нас выходит ошибка, да? Потому что, понятное дело, здесь у нас не хранится путь к файлу, поэтому, понятное дело, у нас ошибка. И вот здесь у нас идет описание ошибки. Вот. Это у нас второй момент, что еще раз повторю, да, что в инициализатор типа result встроено замыкание. И вот это замыкание можем использовать либо вот таким вот образом, либо можем использовать трейлинг синтаксис, да, который я показывал вам чуточку раньше. И третий момент, о котором я вам немножечко говорил раньше, вскользь, да, но, может быть, вы на это не обратили внимания, что, ну, как вообще описано в документации по result, да, советуется, ну, ожидается, что тип result будет использовать протокол error, то есть не ту ошибку, не ту конкретную ошибку, которая тип, да, для ошибки мы создали, да, не нашу конкретную ошибку, а протокол error, вот таким вот образом. Вот. Это ожидается, да, вот. Но если мы будем так делать, то мы на этапе компиляции не будем знать, с каким типом конкретно мы работаем.
В данном случае, смотрите, здесь у нас используется протокол error, и здесь он требует экземпляр, который соответствует протоколу error. Вот. И поэтому этот экземпляр нужно нам передать. В данном случае у нас есть вот уже конкретный тип network error, который соответствует протоколу error, и можем здесь создать экземпляр этой ошибки. Да? Вот, например, можем это сделать вот таким вот образом. Так, let error равно network error byte URL. И вот эту ошибочку можем сюда передать, да, которую он здесь ожидает. Вот таким вот образом. Но смотрите, я еще раз повторю, здесь может быть любая ошибка, да, которая соответствует протоколу error. Поэтому на этапе компиляции мы не будем знать, какого конкретного типа она будет соответствовать. Либо это будет network error, либо это будет, например, другая какая-то ошибка, да. Ну, давайте я вам покажу. Смотрите. Этот код я скопирую. Мы создадим какой-нибудь другой тип, который будет соответствовать протоколу error. Например, other. Да, вот смотрите. И здесь мы вызываем этот тип other. И здесь у нас будет, допустим, давайте здесь тоже какой-нибудь user напишем. Да, хотя это не суть, это не так важно. Думаю, вы поняли логику, да, поняли суть. В данном случае мы передали вот error, да, вот здесь вот. А здесь мы можем создать, передать какую-нибудь другую ошибку, да. Здесь вот error order. То есть мы можем передать любой экземпляр любого типа, который соответствует протоколу error. Есть здесь некоторые преимущества, да, но преимущество того, что мы будем знать, с каким типом мы работаем на этапе компиляции, мы, конечно же, потеряем. Поэтому имейте это в виду. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Надеюсь, видео было полезным. Если да, то ставьте лайки. Если что-то было вдруг непонятно, то дайте мне знать, пишите, пожалуйста, в комментариях. И, возможно, может быть, про дженерики или про замыкание я отдельное видео запишу для вас. Всем успехов и до скорого!